Девчонки, всем привет! Сегодня у нас третья часть инвентаризации расхламления, и сегодня мы смотрим все мои продукты для губ. У меня стоит здесь пакетик мусорка и органайзер для Project Pen. Сюда я буду откладывать продукты, которые пойдут на Project Pen в ближайшие на 2-3 месяца. Здесь не будет ничего на продажу, это естественно, потому что совсем новых продуктов для губ у меня нет. А продавать использованные продукты для губ я считаю просто некорректным. Давайте начинать. У меня записано, сколько было продуктов в прошлом году, на начало 2023 года. Сейчас будем сравнивать. Единственное, хочу внести новую категорию. Это продукты-праймеры для губ. У меня сейчас таких продуктов 2. Здесь бы я хотела сократить еще больше данную категорию. Оба эти продукта мне нравятся. Я их люблю, но масло от Golden Rose я хочу добавить в Project Pen и закончить его, потому что оно уже практически на треть израсходованное. Оно классное, но занимает место. Я думаю от него избавиться и оставить в постоянное использование только баксом, потом купить ему что-то на замену. Я думаю, что в данной категории мне достаточно одного продукта, поэтому я записываю, что их 2, но это масло от Golden Rose идет в Project Pen. Далее еще одна маленькая категория у меня это карандаши для губ. На начало прошлого года их было 5 штук, и сейчас их 4 штуки. И вроде бы категория малочисленная, и здесь меня все устраивает. Это бюджетный карандаш от TF в оттенке 104 Neutral. Вот такого он холодного коричневого оттенка. И здесь 3 карандаша от Baxam, и они не то чтобы мне пригождаются в коллекции. Они цветов, которые мне не нужны. Еще вот этот вот код Red я могу оправдать у себя в коллекции, потому что когда 2-3 раза в год я все-таки крашусь красной помадой, он хорошо держит контур и хорошо мне помогает ее наносить. Работает с некоторыми помадами. Поэтому его я оставляю. У них очень страшные попки, потому что они у меня не влезали в органайзер. Я психанула и отломала вот эту вот кисточку. Вообще не спрашивайте, у меня такое бывает. Я то чехлы, то кисти выкину от палеток, то вот издеваюсь над карандашами для губ. Так что они у меня укоротились. Красный карандаш мы точно оставляем. И есть у меня вот таких вот 2 карандаша. Вот этот вот, это оттенок хаш-хаш, он у меня в Project Pen, я его тоже оставляю, потому что он такой повседневный и меня, в принципе, устраивает. Он и отправляется дальше в Project Pen. А вот с этим карандашом Dolly я не знаю, что делать. Не то чтобы я сильно много пользуюсь подобными цветами. Давайте мы пока оставим его в коллекции. Но не знаю, пригодится ли он мне. Но это единственный мой розовый карандаш. Я планирую в 2024 году заменить свою коллекцию карандашей для губ, купить более актуальные цвета и более удобные для меня формулы, потому что мне, конечно, неудобно возиться с косметикой, что-то подтачивать, чистить точилку. Я хочу заменить на автоматические карандаши. Как только я это сделаю, я от Baxam избавлюсь. Возможно, я добавлю его летом в Project Pen. Итого получается карандашей для губ 4, а было 5. Я закончила 1 карандаш от Das of Colors. Следующая категория это блески для губ. И здесь у меня их достаточно много прибавилось за 23 год. Вот все мои блески. И от чего я точно хочу избавиться, это вот от этого блеска от Revolution. Потому что он для меня слишком рыжий. Я и так его израсходовала на 1/3. У него очень неудачная для меня формула, лаковая, плотная, очень пигментированная. Я такое не люблю, и мне он не идет. Был он у меня в Project Pen, думала, что я его разношу, но, вы знаете, он не настолько ценен для меня в коллекции, чтобы с ним мучиться. Эта штучка отправляется в мусорку.
он уже больше года открыт. Ну и, как я уже говорю, я хорошо им попользовалась. В категорию блески я также включила и тинты для губ, и хочу с них начать, потому что это то, от чего я точно избавляться не буду. Это относительно новые продукты в моей коллекции. Это тинт блеск от Peripera. В шикарном нюдовом оттенке. И оттенок у меня это 01. И новенький блеск от Romand, тоже тинт блеск, оттенок 31 Pear Apricot. И вот так он смотрится. Я подсела на корейские тинты, я очень сильно себя сдерживаю, чтобы не набрать больше оттенков, потому что губы у меня одни, но они мне очень нравятся по качеству. Нравится, что они не сушат. Современные вот именно тинты, они очень классно сидят, классно сходят, тинтуют именно в меру. Они не сильно темные, такие полупрозрачные, прям такие, знаете, получаются juicy lips, то, что надо. Далее, что еще у меня нового было? Я приобретала в этом году плампер от Chic, и, естественно, я его оставляю. Мне нравится этот продукт, он очень классно работает с нюдовым карандашом и с каким-то пастельным таким макияжем, голубеньким или розовеньким, летом на загорелую кожу. Потрясающе, у меня это оттенок Mary Dancers. В принципе, достойный продукт, я его брала недорого. И упаковка, кстати, достойная тоже. Есть у меня блеск от Dose of Colors. У меня это оттенок On Repeat, нюдовый блеск. Тоже настолько универсальный. Абсолютно точно оставляю. Покупала вот такой вот черный блеск от Chanel. Это старый запуск, но у нас периодически его в Турции можно было найти. Это оттенок 778 Caviar. Очень мне хотелось черный блеск, и вот я его себе приобрела. Очень делает такие красивые гранжевые губы, каким-то макияжем в подобном стиле. Просто незаменим и устраивает меня. Далее, у меня достаточно много блесков баксом, и на самом деле я думаю от них избавиться, но естественным путем, потому что они все новые. Я думаю что-то добавить в Project Pen. Но начну с того, что не буду добавлять. Это вот эти два блеска из последней осенней коллекции, которую привозили в Литваль. Сейчас в Литвале уже, я так понимаю, ничего от баксом нет. У меня это вот этот вот оттенок Pumpkin Chai Latte. Он очень похож на оттенок блеска от Хейли Бибер, который сейчас завирусился. То ли он называется капучино. Я напишу оттенок. В общем, это такой коричневый, холодный, полупрозрачный блеск. И он очень классно смотрится на губах. И его я, конечно же, оставляю. И оставляю вот такой рыженький блеск. Это оттенок Spiced Vanilla Latte. И тоже это была осенняя коллекция. Это, наоборот, такой блеск с теплинкой. Тоже его оставляю на лето, на осень. Шикарный. Я люблю блески баксом, люблю их плампинг эффект. Он не сильно разъедающий, мне они подходят. Вот это то, чем я точно буду пользоваться. У меня это полноразмерная миниатюрка. Я оставляю. И оба эти блеска, они очень классно пахнут специями, такими осенними напитками. И мне это тоже нравится. Точно добавляю в Project Pen, потому что он у меня только в декабре в Project Pen 23 года поступил. Вот такой вот блеск от Golden Rose. Его здесь немного, я точно его закончу в ближайшее время. Изначально это был прозрачный блеск с фиолетовыми блесточками. Сейчас он уже немножко покрасился от карандаша и от помады. Это я убираю в Project Pen. И буду заканчивать в ближайшее время, я думаю, месяц точно, и мы с ним попрощаемся. Есть у меня вот такой вот блеск от Golden Rose. У меня это оттенок 113. Мне нравится его цвет, он оранжевый. Мне вообще нравятся такие кораллово-оранжевые персиковые блески, потому что, по моему скромному впечатлению, мнению, они освежают образ. Его я оставляю. Мне нравится качество блесков Golden Rose.
претензий к ним нет. И есть у меня вот такая троица от Баксом, и вот к ней вопросики. Дело в том, что здесь блески, которые я взяла в наборе, вот эти две миниатюрки. Я знаю, что их очень просто и легко закончить. И вот так вот все совпало, что их должно быть просто закончить, и они тут не особо подходящих мне оттенков. Сейчас я вам покажу, о чем речь. Сначала покажу Долли Дайкири, от которого я избавляться не буду. Это такой розовый полупрозрачный блеск. Абсолютно носибельный нюд. Конечно, я его оставляю. И вот эти два оттенка, получается, это оттенок White Russian, а это оттенок Dolly. В принципе, это два классических варианта. Это одни из самых классических оттенков в Баксом, но White Russian отвратительно выглядит на губах. Его нужен очень тонкий слой, он белесый. Поэтому его я буду использовать в Project Pen вместе с помадами, которые мне темноваты. Вот этот блеск я хочу добавить в Project Pen и вывести в ближайшее время. Посмотрим, как пойдет и как он себя будет вести на губах. И еще один блеск, это Dolly. Не очень для меня носибельного оттенка, но хочу его добавить и, возможно, вывести с какими-то розовыми макияжами. 12 блесков. Это на 3 штуки больше, чем в прошлом году. Теперь помады в жидкой формуле. Вот все мои жидкие помады. Их стало меньше по сравнению с прошлым годом. Но давайте смотреть подробнее. Вот эта вот помада от Huda у меня участвует в проекте 100 использований, который я также планирую вести примерно до марта. И потом уже думать. Скорее всего, от этой помады я расхламлюсь. Хотя она меня устраивает по цвету и качеству, но она уже очень старая. Ей уже больше 3 лет, и я ей активно пользуюсь. А чем вы активнее пользуетесь продуктом, тем больше туда попадает микробов кислорода, это и так понятно, поэтому держать дольше 3 лет я просто не вижу возможным это средство. Уделю ему еще, получается, пару месяцев. Вот я показывала отчет, недавно я показывала отчет на 50 использований, и недавно я перепроверяла. Сейчас этой помады примерно вот столько, то есть еще там 30 применений, это как раз пару месяцев, если активно пользоваться. И будет ее примерно вот так, и я думаю, мы с ней уже попрощаемся в весеннем расхламлении. Но пока остается, считаем. Есть у меня вот такая вот помада от Golden Rose. Открыта она у меня год. Очень красивый здесь нюдовый оттенок. Ну вот я не помню, как она сидит на губах. Давно я ее не носила. 16-й здесь цвет из регулярной коллекции. Есть у меня две помады от Too Faced. Я их покупала зимой 2021 года. Они уже тоже очень давно открыты. И изначально они не были особо свежими. То есть я покупала их на распродаже в российской Sephora рублей по 600. У меня это оттенки Gingerbread Man и Gingerbread Girl. Тогда, когда я скупала все подряд, я покупала помады просто из-за концепта. То есть, понимаете, была там зима, был декабрь, и я подумала, ой, какая классная парочка, они так классно сочетаются, да названия у них милые, да упаковочки у них милые, возьму. Но если вы посмотрите на оттенки, вы поймете, что оттенки тут ужаснейшие просто. Они для меня неносибельные. Я, честно, пыталась пользоваться этими помадами, но они мне сильно темные. А вот этот оттенок вообще очень оранжевый. И вот я не знаю, что с ними делать. При смешении получается, ну, тоже такой цвет, знаете ли, сомнительный. В принципе, у меня сейчас такие рыже-красные волосы, и мне бы могло пойти что-то в таком стиле. Но почему-то вот опять прошла осень, прошла зима, я ни разу ими не воспользовалась. Попробовала этих 3 ребятушек на губах и поняла, что я не буду их носить. Вот эта формула очень сухая, мне иссушила за 5 минут губы. До свидания, я даже мучиться не буду.
Просто есть с чем сравнивать. Вот это сидит совсем по-другому помада. И вот эти две помады, во-первых, когда я их пробовала, по-моему, они все-таки уже изменили запах. А во-вторых, это слишком яркое, это слишком темное. Я не буду такое носить, даже обманываться не буду. Поэтому вот эти три помады мы расхламляем. И осталось 4 свежие помады от Dose of Colors в одинаковых оттенках. Дело в том, что я осенью прошлого года покупала 2 набора от Dose of Colors по очень большой скидке. И там был набор одного цвета и помады разных текстур в этом цвете. И так получилось, что у меня вот есть, например, 2 коричневые жидкие помады, Velvet Mousse и Liquid Matte, то есть матовая и муссовая в оттенке Cork. И этот оттенок, ну, он неоднозначный. Сейчас я тоже их попробую на губах. Velvet Mousse ощущается именно как мусс. Формула по суше, а это тоненькая, жиденькая, но цвета идентичны, я думаю, на губах будут смотреться. Ну и он заявлен как один цвет. Вот эти две помады под вопросом. А вот эти две помады, это оттенок On Repeat, тоже Liquid Matte и Velvet Mousse формула. И их я точно оставляю, потому что это чудесный розовый нюд с персиковинкой. У меня много таких оттенков, в принципе. Но я хочу, чтобы они у меня были в коллекции. Вот они классные, их точно оставляю. Эти помады только что попробовала на губах. Мне очень понравилось, как смотрится Velvet Mousse формула. Тоненьким-тоненьким слоем, без четкого контура. Потрясающий эффект. Вот по поводу этой не уверена. Хочу добавить ее в Project Pen, попробовать. Если носиться не будет, от нее мы избавимся. Но тем не менее, пока у меня получается 5 жидких помад. Из них 2 отправляются в Project Pen. Тем не менее, в начале 2023 года у меня было 13 жидких помад. И вот так получилось. Причем ни одну из них я не закончила. По-моему, только одну худую я закончила, да. А все остальные стухли. Поэтому, ну, делаю выводы. Больше я жидкие текстуры не покупаю в ближайшее время. И у меня остались только помады в формате пуль. И, наверное, мы с вами их будем рассматривать вот в том порядке, как они у меня отсортированы. Потому что они у меня тут имеют некоторую логику. Во-первых, у меня отдельно вынесены бальзамные помады. Бальзамчика у меня 4. Но это такие бальзамчики, которые используются, ну, как бы не для увлажнения, а для носки, для какого-то эффекта. Во-первых, MAC Squirt. У меня это оттенок 12. Heat Sensor. Очень классный бальзам на лето особенно. У него такой коралловый оттенок, и он дает очень классный эффект на губах. Такого полупрозрачного красного блеска. Классно, он мне очень понравился. Его, естественно, оставляю. Также новинка от MAC. Это бальзам Test for Bubbles из зимней коллекции. Он вот такой вот красивый. Очень мне нравится. Здесь на розовой базе мелкие бронзовые блесточки. Очень красиво. Все эти бальзамы очень красиво смотрятся с карандашом. Далее у меня есть вот такой вот Glow Kiss бальзам от Golden Rose. У меня это оттенок 01, самый светлый. Его я тоже люблю. Очень красивый цвет и красиво лежит. Можно нанести не глядя. Вообще вот эти два бальзама можно нанести без зеркала, не глядя, и смотрятся они чудесно. И есть у меня вот такой вот бальзам. Это NARS. Оттенок это Deep Tort, если я правильно прочитала. Это розовый оттенок. Он почти прозрачный. И вот вы знаете, этому бальзаму очень много лет. И я думаю, что его надо вывести. Упаковка пострадала при переезде, он у меня покоцался. Я думаю, что я его выведу и добавлю его в Project Pen. Я думаю, что труда не составит. Он у меня все равно использованный в какой-то степени. Вот это вот отправляется в Project Pen. Ну, мы это, естественно, считаем. Так, давайте, это остается, естественно. Это Project Pen. Так, давайте переходить к пулям нюдовых оттенков. Вот мои нюдовые помады.
Давайте сводчить. Во-первых, у меня в коллекции две Наташи Деноны. Это 10 NB Андреа. И 30 NB Мария. Похожие помады. Вживую я разницу вижу, на видео смотрю, что они мало чем отличаются. У меня вообще на самом деле очень много нюдовых помад. И не знаю, почему так случилось. Наверное, надо что-то выводить. Формулу от Наташи Деноны я люблю. Также у меня есть бальзамная помада. Я не стала ее относить в бальзам. Но это бальзамная помада Chanel Rouge Coco Flash, 53 оттенок. Очень она классная. Наверное, все же она бальзамная. Ну, ладно уж, какая разница, все равно считать все вместе будем. Естественно, не избавляюсь, я ее очень люблю. Также у меня есть помада от Marc Jacobs. Это оттенок 284, хотя какая разница, уже они не производятся. Она немножко с розовинкой. По идее, вот эту помаду надо выводить, но явно не в рамках ближайшего Project Pen, я просто не успею ее вывести. Выводить надо, потому что она просто старенькая. Также у меня есть помада в оттенке Goddess от Baxam. Классный цвет, смотрите, блин, просто нюд нюдом погоняет, все одно и то же. Бальзамные, кремовые, нюдовые. Но я все люблю. Также у меня есть от Huda Beauty оттенок Buttercup, тоже очень его люблю. Классные помадки. Помада от Givenchy, у меня это оттенок 10, беж нюд. Выходила у них формула Velvet Mousse, по-моему, она называлась. И вот я была сражена тем, как она чувствуется на пальчиках, на сводчах, и купила ее. Классная помада, хороший цвет, чуть-чуть уже потемнее и в розовинку. Мне нравится. Помада MAC. Это лимитка, по-моему, прошлого, то ли позапрошлого года к лунному Новому году. Это Powder Kiss липстик, оттенок Enveloped and Lac. Тоже пудровая формула, и тоже я ее люблю. Две помадки из прошлогодней рождественской коллекции от MAC. Малышки. И, кстати, думаю добавить какую-то из них в Project Pen. Мне кажется, реально вывести. Давайте сводчить. У меня оттенок Sugar Spicket и Burnt Sugar. Sugar Spicket. Вот такой вот розоватый. Burnt Sugar. Рыжеватый. Пока откладываю на Project Pen, но я еще обдумаю, что куда добавить. Из этих помад я ничего выбрасывать не буду. Вообще не вижу смысла выбрасывать пули, пока они не пахнут. Потому что помады пули, если у них качественная, дорогая формула, они достаточно долго хранятся, они не должны терять своих свойств. Здесь нет помад, которым было бы больше 3 лет. Вот. Больше 3 лет здесь только Chanel и Marc Jacobs. Chanel не хочу выводить, знаю, что эти помады очень долго хранятся. Marc Jacobs буду заканчивать Project Pen, который начну летом или весной. Пока не знаю, но надеюсь, про это не забуду. Розовые помады носибельных оттенков. Здесь тоже ничего бюджетного нет, так чтобы было просто выбросить, и ничего быстро заканчиваемого нет. Здесь есть Huda в матовой формуле. Эту помаду я не очень люблю. Это оттенок Prom Night. Она сушит мне губы. Я это поняла в процессе носки. Красивый цвет, но губы мне сушит. Это то, что тоже в конечном итоге когда-нибудь пойдет в Project Pen. Пользуюсь очень редко, именно потому что она пойдет только в связке с каким-то блеском. Возможно, так я ее и буду выводить. Но пока нет. Помада от Шарлотты. Wedding Bells, знаменитый оттенок. Единственная моя Шарлотта. Тепленькая, мне подходит, именно потому что тепленькая. Очень красивое тут тиснение с сердечками. Классная помада. Нанесла ее, она ощущается сейчас на руке. Единственное, дает такой эффект, знаете, как крем, когда наносишь.
какого-то увлажняющего, охлаждающего кремушка. Классная помада. Я, правда, редко пользуюсь, в принципе, розовыми оттенками помад, потому что, ну, обычно у меня как-то все бежевое. Баксом White Russian. Тоже откровенно розовая помада, очень яркая. Для меня этот оттенок яркий, он для меня под вопросом. Давайте я добавлю его в Project Pen, чтобы разносить, не забыть. Если что, мы от него избавимся весной. Дальше. Kiss Kiss Matte. Это Герлен. Красивый оттенок. Не ношу, потому что сушит губы. Буду выводить с блесками. Ну, уже когда будет основательный какой-то Project Pen. Герлен. Тяжелый очень чехол. Хочу эту помаду вывести. Оттенок красивый. Ничего сказать не могу. Мне сушит. Мне Герлен сушит губы. Я хочу закончить вот эту помаду и купить для этого чехольчика помаду в другой формуле. Ну, если у меня, конечно, будет уже настроение к тому моменту. Но пока она, естественно, остается. И последняя помада, почему-то сюда попавшая, это бальзамная помада от Gucci. У меня это оттенок Mildred Rosewood 203. Она бальзамная. Не смотрите, что она такая темная. Ложится она полупрозрачно. Делает такие ягодные губы. Ну, вообще-то она мне нравится. Ее я, естественно, оставляю. Теперь помады странных оттенков. Еще у меня есть вот такой вот чехольчик под Givenchy, что не дает мне покоя. Может быть, мне нужна еще какая-нибудь помада от Givenchy, потому что этот чехольчик скучает. Не знаю пока. Его, естественно, не считаем. Так, мои странные помады. Здесь на самом деле есть у меня много к чему вопросики. Во-первых, от чего я хочу избавиться со скрипящим сердцем. Хочу распрощаться с помадой от Revolution. Это коллаборация с трупом невесты, оттенок Эмили. Хранила я эту помаду только из-за упаковки. Вот просто она у меня лежала и радовала меня. Здесь бесячий совершенно цвет. Я таким, естественно, не пользуюсь. Это не мое. Брала только из-за коллаборации на Asos. Там был какой-то глюк с ценами. Я взяла 2 помады за 80 рублей. Я считаю, что уже хватит этой помаде путешествовать. Хватит ей стоять у меня в косметичке, в туалетном столике. Я думаю, их пора расхламить. Я дала себе обещание, что позволю себе взять что-то из коллаборации с Тимом Бёртоном. Благо, они постоянно выходят у брендов. Что-то другое, что меня будет радовать, что мне будет служить, подходящего оттенка. Ну, не хранить же помаду из-за картонки, правильно? Поэтому с ней мы расстаемся. Теперь давайте смотреть старье. У меня есть 3 помады от KVD. Я покупала их по распродаже в Sephora, когда KVD распродавались активно. Стоила мне каждая помада по 600 рублей. Я их брала просто потому, что они были. И хотела попробовать формулу. И на самом деле у меня есть еще одна помада в красном оттенке в этой формуле. И она меня абсолютно устраивает. Меня и эти помады устраивают. Они очень классно, стойко, плотно лежат на губах. И знаете, такой получается насыщенный цвет. И это помады для акцента на губах. И поэтому вот такие цвета, угадайте, сколько раз я носила за последние 2 года. С тех пор, как я переехала в Турцию, я не надевала эти помады ни разу. И вот давайте думать, что с ними делать. У меня есть шикарная помада в оттенке Backstage Bambi. Я помню, в Новосибирске я выгуливала ее летом. У меня был загар. Я накладывала просто какие-то блестки нейтрального цвета на все подвижное веко, делала активные ресницы, хорошо прокрашивала и красила вот этим оттенком губы. И это был шикарный летний макияж, летний образ, очень легкий.
Но за 2 года я не одела эту помаду ни разу, я не могу себе здесь ее позволить. Ну, не могу. Всему свое место, знаете ли. Здесь курорт, здесь люди вообще не красятся, можно сказать, очень редко. И тем более такого цвета помады, тем более с моим образом жизни, не знаю. Я думаю, может быть, я дам еще один шанс этой помаде на лето, вот которое будет. И если и этим летом я тоже ее не выгулю, то тогда мы уже от нее избавимся. Просто другого повода избавиться от нее нет, потому что она своих свойств не поменяла и пахнет прекрасно. Давайте, ладно, пока оставим. А вот эти вот две помады, их, наверное, я расхламлю. Во-первых, у меня это оттенок Sensuality, и он мне очень темный. Ну, понимаете, да? Очень темный. Я не ношу такой. И вот такой вот оттенок LUV. Ну, это вообще без комментариев. Этим я точно краситься не буду. LUV точно расхламляем. Вот этот вот оттенок сейчас нанесу на губы и подумаю. Блин, нанесла, она смотрится интересно. Теперь не знаю. Ну ладно, не могу расхламить, если интересно. Давайте пока оставим. Так, что еще? Вот такая помада у меня есть, третья из набора, малышка. У меня это матовая формула, и здесь вот такой коричневый цвет. Тоже сейчас буду пробовать на губах. Эта помада отправляется в Project Pen. Я попробовала ее на губах, ей классно делать такой эффект омбре. Я думаю, что она уйдет быстро, потому что этих помад здесь немножко. Будем надеяться, во всяком случае, это Project. Категорию «Странные цвета». У меня попался оттенок Dolly Dreamer, но его мы оставляем, потому что его можно нанести такими прихлопывающими движениями, получить такой какой-то легкий оттеночек на губах, поэтому его оставляю. Далее у меня есть лимитированная помада от MAC. У меня это формула Frost Lipstick и оттенок Skew. Она мне нравится, просто она в разделе «Странные», потому что у нее есть такой розоватый шрифт, холодный. Поэтому она не для каждого макияжа подходит, но я ей пользуюсь. Так, вторая помада от Huda. Опять вот эта матовая формула, которую я не люблю. И здесь такой тоже неоднозначный, знаете ли, оттенок. Пока оставляю, но тоже нуждается в Project Pen. Попала в разряд странных вот такая вот помада от Dior, оттенок 466, Rouge Dior Pink Rose. Тоже потому, что у нее такой холодненький шрифт, но она очень красивого кораллового оттенка. Я ее люблю. И здесь у меня второй бальзам от NARS. У меня это Wicked Ways. Не ко всем, мало я им пользуюсь, потому что он вот такой вот из разряда Clinique Black Honey. Оставляю его просто потому, что все так Clinique хвалят, что он такой классный, а они очень похожи, но я все равно не пользуюсь. Короче, он у меня пока лежит, но это тоже кандидат, знаете, на проект. Вообще здесь, скорее всего, больше расхламления не будет. А, нет, одно будет. Дело в том, что мне сложно расставаться с моими помадами, потому что их нельзя продать, их можно только выбросить, а здесь дешевых особо продуктов-то нет, поэтому мне чисто психологически с ними неприятно расставаться. И осталась у меня самая невостребованная категория – это красные помады. Несколько месяцев назад я открыла проект помадный с красными помадами. Очень много комментариев было теплых от девочек. Спасибо большое. Я рада, что я вдохновила кого-то также на носку красных помад. Но я хочу вам покаяться, сама я в этом проекте провалилась, потому что открыла я его в начале лета. А летом в Турции краситься просто невозможно. Соответственно, все эти помады, все макияжи у меня встали, у меня все проекты простаивали. И осенью также ничего не получилось, потому что все-таки выяснилось, что как бы я не хотела ими пользоваться, мой образ жизни не соответствует красной помаде. У меня не всегда бывают случаи, даже раз в неделю, когда я выхожу куда-то вечером в такую обстановку, где красная помада была уместна. Я не научилась за этот год носить красную помаду. Есть девушки, которые умеют носить красные помады просто так. Вот хоть на утренний кофе в кафе ей будет чудесно. Она сделает такой макияж, что ей пойдет красная помада. Я нет. Я сразу смотрюсь too much с ними.
Поэтому пока подружиться не могу. У меня не так много красных помад, но они есть, и они просто лежат. За последний год, получается, в итоге я наносила красные помады, ну, раз 5, наверное. Девчонки, я знаю, что у меня спрашивают по проект по красным помадам. Я серьезно не знаю, в чем отчитываться. Единственное, что я могу сделать, я могу снять видео с макияжами на губах, в образе с этими помадами. Напишите, если надо, я такое видео сниму. Мне не сложно, подробнее расскажу о каждой помаде. Сейчас тогда останавливаться не будем. Единственное, что Revolution по той же причине, что и предыдущую, расхламляю. Виктория, оттенок... Вот такой вот у нее оттенок. Не самая лучшая формула в моей жизни и не самый лучший оттенок в моей жизни. Поэтому ее тоже расхламляем. Ну вот даже видно, как она легла. Она будет иссушивать просто в попку носорога. Мне это не надо. И вот у меня осталось 5 помад. Возможно, я сниму какое-то видео именно с яркими помадами, с необычными помадами на губах. Там будут красные и, может быть, какие-то ягодные, может быть, какие-то вот эти вот помады, ну, что-то такое. Так, красные помады. Давайте быстренько посмотрим, ни от чего я здесь избавляться не буду. Fenty Beauty, оттенок Spunked. Ее здесь немного. Самая носибельная из всех. Думаю, добавить ее в Project Pen. Потом Bobbi Brown. Это оттенок Lulu. Коллаборация с Улой Джонсон. Классный морковный оттенок. На губах смотрится холоднее. Суховатая тоже формула. Моя любимая красная помада. Это KVD. Оттенок Underage Red. Не производится уже. Шикарно сидит на губах, шикарно носится. Обожаю ее. Как стойкая не позиционируется, но прием пищи выдержит. Помада от MAC. Оттенок Can Do. Формула Luster Lipstick. В стике похожа на Lulu, но она более розовая, бальзамная. Выглядит очень похоже на оттенок вот этого MAC Squared. Классная помада, самая носибельная на лето, я бы сказала. Самая простая в носке. Помада, которая у меня просто в коллекции как арт-объект. Это Dior 072. Находится здесь из-за снежинок на рефиле. И в коллекции останется. Хотя она не очень в хорошей формуле, как по мне. Размазывается очень сильно. Ей нужен хороший карандаш. А у меня карандаш тоже не стойкий, красный. Есть у меня мыслишки его подзаменить, потому что все-таки карандаш красный должен быть стойким. И моя новинка. Покупала в этом году. Зачем покупала? Зачем брать красную помаду, если ты их не носишь? Ну, просто без комментариев. Оттенок Devoted to Danger. Новая формула выходила то ли в конце прошлого, ну, уже позапрошлого года, то ли в прошлом году, 23-м. Классная формула, я ее носила, она мне понравилась. Она сейчас составляет конкуренцию KVD. Мне действительно понравилась, формула классная. В принципе, все эти помады носибельные, и в принципе-то я люблю на себе красные оттенки, просто носить мне их некуда, в моем понимании. Вечно у меня что-то с ними не складывается. Итого я посчитала, что у меня сейчас 34 помады в стиках. В прошлом году было 33 помады в стиках. Соответственно, скорее всего, я тут бальзамов набрала, наверное, за год. Вот эту помаду взяла. Хотя много покупок помад не было, но чуть-чуть все равно количество подросло. Всего у меня сейчас получается 57 продуктов для губ, а было 60. Ну, в принципе, неплохо, но хотелось бы лучше, сами понимаете. Ну, вот как-то так пока будут храниться все мои помады. Довольно компактно и, в принципе, все видно. Косметичка, естественно, не закрывается. Ну, ладно, она будет вот так стоять аккуратно на столе и не будет мешать. А вот эти продукты уйдут в ближайший Project Pen.
что-то здесь я совершенно точно хочу закончить, а что-то я просто хочу хотя бы несколько раз разносить и понять для себя, буду я от этого избавляться или нет. Спасибо, девчонки, что посмотрели со мной часть инвентаризации мини-расхламления про помады. Всем спасибо большое за внимание. Увидимся в части про тени. Всем пока-пока!